Дома у вас в арсенале должны быть эти 4 чашки. У вас есть один вариант, это выкинуть ее нахуй. Хоу-хоу-хоу! Всем привет, с вами новогодний выпуск Big Hook Образы. С вами я, Никола Честный, Чеусов, значит честный, и Энтони, дымный. Почему ты дымный? Потому что. Дымный, значит дымный. Вот так вот. Итак, сегодня мы вам расскажем о том, как забивать чашечки, дымные чашечки, если вы находитесь в месте, где нет кальянных заведений, либо кальянные заведения говно. Вы, плохие заведения, в общем, да, правильно? Вы понимаете, да, за мой французский. Итак, мы рассказываем вам про охуенные чашки. Если вы любитель кальянный, дома у вас в арсенале должны быть эти 4 чашки. Первая чашка типа funnel. Далее мы расскажем все характеристики, Антон более подробно о них расскажет, просто они должны быть у вас по-любому. Вторая чашечка убивашка. Убивашка должна быть у 99% и 9 кальянщиков, либо кальянов, кто любит курить. И турка. Все начинали с турок, поэтому турка должна быть у вас в арсенале. И если у вас есть вот такая вот чашка, вам ее продали в кальянном магазине, то у вас есть один вариант, это выкинуть. Теперь мы перейдем к технической части. Новый год, вы хотите покурить, но не умеете. О, курва! Об этом вам расскажет Антон. Антон, расскажи, если у вас есть фанел, что вы можете сделать с ним? Во-первых, нам нужно взять табак. Забить его и курить. И курить его вы можете. Нет, для чего вообще создан фанел? Типа, для чего его создавали? Так, первая чашечка у нас идет фанел. В чем отличие фанелов от других типов чаш? Это одно отверстие. У него по центру в идеале должен быть такой вулканчик, чтобы не попадал табак внутрь. Как если он без вулканчика, это считается old funnel. Сейчас такие очень редко производят, и это чисто для олдов. А в чем прикол именно фанела? Здесь меласка скапливается и не идет по чашке вниз, соответственно по шахте тоже. А во время курения вся меласа, на нее идет жар и идет интенсивная вкусопередача из-за этого. А плюс он немного снижает крепость, потому что жар проходит по минимальному сопротивлению, то есть идет именно по центру. И жар табака прогревается именно от самих стенок чашечки. То есть на нем будет чуть-чуть пониже крепость при забитии, средних табаков будет чуть ниже среднего. Вкус теряется у фанела? Наоборот, вкус будет еще больше, если это сиропистые табаки по типу Daily Hook. Короче, я подведу итог. Если по-русски. Я вроде как в другом культурном городе. Если вы новичок, не умеете пушить чашку, не умеете ее, так скажем, готовить. Если вы хотите просто, вот вы реально только что кальян купили фанел, вот так вот пальцем примять, конечно, это будет очень ужасно, плохо, но вы будете это курить. Если вы забьете здесь, это на убивашке чаши, то это будет критическая ошибка, вы забьете все дырки и не сможете это курить. То на фанеле вам эту ошибку простит сам фанел. То есть, если вы любитель, новичок, только купили кальян, начните кальян курить свой с чашки фанел. Переходим ко второй чашке. Форм-фактор убивашка. Уебали чашку. Умеете, могете. Чашка убивашка. Рассказывайте, пожалуйста. В чем отличие форм-фактора именно убивашки? Здесь, в чем прикол убивашки именно? Это плоское дно, 5 отверстий, иногда 6. А при прогреве такой чашки... Не, он дохуя пиздит, побольше снимай его. No! No! В чем прикол форм-фактора убивашка? Это плоское дно. Так как мы уже знаем с вами, что по физике во время затягивания идет жар по меньшему сопротивлению, он будет проходить через все отверстия. Соответственно, прогреваться будет абсолютно весь табачок равномерно со всех 5 отверстий. Из-за этого будет больше вкусопередача из-за того, что равномерно прогревается весь слой табака. Также будет более быстрое никотиновое освобождение из табачка. Из-за этого будет накуривание эффект быстрее. То есть весь никотин будет выходить быстрее, чем на других форм-факторах. Итак, подведем итоги. Если коротко и ясно, для простого человека, который пришел в розницу и спрашивает, если вы хотите покурить быстро, первое, что вы будете делать с ней? Идите нахуй, что-то я запутался. Давай еще раз вот так сделаем. Итак, подведем итоги. То, что сказал Антон, очень много он научного сказал. Если вы разбираетесь, вы поймете. Я вам скажу, как обычный человек розницы. Если вы профессиональный, вы пришли к скиллу к такому, что вас уже фанел не накуривает, вам нужна убивашка для более жаростойких табаков и для того, чтобы получить больше жара от того табака, который вы уже привыкли курить на фанеле. Переходим к турке. Расскажи, пожалуйста, про турку, почему начинают все с нее и почему вообще это первые были. Первые же чашки вообще турки были. Турка — это самая классическая глиняная чаша, толстостенная. Ее очень долго прогреть надо, но зато она плавнее всего отдает жар.
Здесь не плоское дно, поэтому здесь будет не такое плавное, не такой никотиновый выброс с табачного листа, как на убивашке. Потому что по меньшему сопротивлению воздух будет проходить только через центральное отверстие. Весь остальной слой табака будет греться от самой чашки. Стандартное самое лучшее для начинающих, помимо фаннела, будет. Но в любом случае 3 чашки в арсенале должны быть точно. Теперь я расскажу опять же вкратце, подведем итоги о том, что сказал Антон. Турка — это переходящая чашка между фаннелом и убивашкой. То есть табак, который не любит жаростойкость, лучше покурить на турке. Потому что на убивашке есть возможность его перегреть. И если не нагреть, табак, который не любит жаростойкость, например, Dark Side, тот же самый, да, который мы покажем, как он будет куриться на каждом из этих чашек. Dark Side не любит перегрев. Такой табак, как Бенгер, не любит перегрев. Спектрум, да, забыли про Спектрум. Спектрум не любит перегрева, его лучше курить на турочках. Спектрум ненавидит перегрев. Он пиздец, да, ненавидит вообще этот перегрев, поэтому если вы хотите покурить Спектрум, реально его аромки, допустим, там есть всякие чикен-рамены, беконы, то лучше их бить на турках. Во-первых, турку можно выбросить, она дешевая, потому что после бекона я не знаю, как вы ее отмоете. То турка ваш вариант для нежаростойких табаков. Мой вариант. Итак, сейчас мы покажем вам забивочку. Забивочку этих всех чаш. Как правильно забивать табак? Сначала надо поближе меня снять. Сюда. Не, да ты не меня, блядь, ебало мне снимай. Вот именно чашку снимай, как я забиваю. Во-первых, вот вы достали, как первоначально, у вас комок, да, здесь. Распушили все это. Максимально пушисто, максимально вы должны получить, чтобы каждый вот жар, который идет из чая, с коллауда вам туда, на этот, каждый листочек пропитал. Вы что делаете? Начнем мы с убивашки, забивка с убивашки. Вы высыпаете вот так табак. Короче, если вы хотите с друзьями сидеть и вы не хотите много табака, берите меньше нахуй объема чашки. Потому что вы смотрите, что это за беспредел просто, да? Особенно в кальянах, если расход у вас хотите. Вот так вы это прям все пушите, никакие вам доски по сути не нужны, ничего нарезать не нужно, ничего отжимать не нужно, ни в коем случае не будьте кончеными, ничего не отжимайте. Вот так. Теперь смотрите, покажу вам лайфхак, как облегчить эту чашку, если вдруг вы... Ну, в средний сегмент вы курите, но не прям крепко хотите забить. Вы делаете вот такой вот колодец. Бля, у меня подпилотка чешется. Посередине, обязательно. Вот так вот. Вот так вот это все делаете. Вот так вот. Раз, вот так вот. Хорошо, вот так. Вот так. И должно быть вот таким макаром у вас все получиться. Дальше вы берете салфетку, если у вас здесь что-то есть. Я возьму палец. Сделаю, блядь, ебать, все запорол. Гена мы все проебали. Не Гена, а Юра. Да похуй, у меня Гена будет. Я, блядь, индивидуальная личность, я человек, био-социо-духовное существо, понятно вам? Все. Вы взяли, получается, вот такую чашку, вот таким макаром у вас должен получиться убивашка. Это идеальная забивка для среднего человека. То есть обычный человек, обычный курильщик. Никаких оверпаков, никаких касаний. Просто оставляете колодец. Просто оставляете колодец. Запомните это. Передаю слово моему корреспонденту Антону. Да, Николай, я вас слушаю. Как там в Бразилии дела? Наверное, жарко, к сожалению, я в Усинске. Каждый раз перед тем, как забивать табачок, естественно, его перемешиваете. Не только чтобы пропушить, но и чтобы пропиталась аромка, чтобы она не скопилась на самом дне и максимальная вкусопередача была. А табачка фаннел кладется намного меньше, чем в убивашку. Поэтому аккуратно, пушистенько, можно прямо из пачки его выбрасываете. Если вы сидите с пацанами, вот ваша отмазка. Почему вы забили мало табака? Потому что у вас фаннел, скажите. У меня фаннел, пацаны, обессудьте, табака мало расхода. Но, к сожалению, и фаннел и курится быстренько. Типа за минут за 30-35 вкусопередачи уже никакой не будет. Будете курить сырье табачное, либо чайное. Кстати, в убивашке забита клубника, кокос и эвкалипт. Новый вкус вышел буквально в конце ноября. Пахнет очень вкусно. Мы, кстати, сейчас его с вами прокурим и все узнаем. Мы взяли для сравнения чашку турку и чашку фаннел. Один и тот же табак, и мы покажем, как по дымности они отличаются. Первое. И по крепости, как отличаются. Это будет второе сравнение. Турочку мы забьем также воздушненько с легким отступом. Но давайте попробуем сделать это без колодца. И если вы так сделаете, вы сразу заметите, как тяга немного изменится. Она будет более плотная. Чашечка тоже небольшой граммовки. Грамм 17, наверное, в этой турочке. Но, в принципе, всю пачку раздавили. Все, чашечки готовы. Чашки готовы, угли готовы. Сейчас я сделаю вот так. И вот у нас уже подготовились кальянчики. 3 чашки у нас. Здесь забита у нас получается убивашка. Здесь забит фаннел.
На белом мундштуке у нас Маклауд. И там у нас турка. На турке курица обычная, классическая. Ничего нового, блядь. Обычная турка. Так, вот для сравнения. Меняю, получается, чашку, как будто бы я поменял. Фанал. Курим. У тебя намного ярче вкус. Нет, просто кокос ярче чувствуется. На самом деле здесь более чистый просто вкус. Но легче. В общем, на фанале стало легче, чем на турке. Чашечка не разогрета здесь. Итак, что мы подведем, какие итоги? Итак, пробуем убивашку. На убивашке сейчас сравним результат со всеми чашками. Максимум дыма, максимум крепости. Вот то, что хотелось доказать. И максимум вкуса, потому что он прогревается больше всех, быстрее всех и лучше. Потому что жар идет сразу по 5 отверстиям одновременно, и табак прогревается быстрее всего. На остальных же, например, почему у нас сейчас на турочке мало жара, мало дыма? Потому что помимо того, что прогревается табак по центру, надо, чтобы еще чашечка прогрела и прогревала остальные слои табака по бокам. Поэтому курите на убивашках. Сразу привыкайте к убивашкам и научитесь на них сразу же играться. Возвращаемся к турке. Разогретая турка. Она уже разогрелась, да? Турка у нас до сих пор не разогрелась, потому что стенки толстые, как мы уже и говорили, ее очень сложно разогреть. Но в то же время, если вы новичок, вы ее не перегреете. Разъебал, просто разъебал. Турка вин нахуй. Flawless victory. Давай, готов? Так, равные условия. Равные у нас, да? Соревнования начались. Давайте. Сосал просто сосал. Вы видели до облака, сравните, да? Турка, блядь, это придумали, блядь, умные люди, которые, блядь, нахуй. Получается, турка победила у нас в дымности, победила в крепости, несмотря на тонкие чашки, на тонкие стенки у убивашки. Итак, подведем итог. Хорош курить, блядь, меня не слышно. Подведем итоги. Итак, победила сегодня чистую турка. На втором месте у нас убивашка и на третьем фанал. Поэтому вы должны купить себе турку обязательно. Если вы перед Новым годом таритесь, то купите, пожалуйста, турку. Турка победила во всех номинациях. У нас сегодня дымность, крепость и вкус. Блядь!